Новости робототехники номер 40, июль 2023. Привет! Уже 40-й месяц я читаю десятки новостей робототехники и выбираю самые интересные. Подписывайтесь, чтобы следить за развитием технологий. В сегодняшней подборке робот-дирижер покорил столицу Южной Кореи. Что сказали роботы на первой пресс-конференции? Космические корабли обретут ИИ как в фантастике. И другое. Робот-дирижер поразил столицу Южной Кореи. Робот-дирижер под названием Ever 6 из Южной Кореи удивил публику в Сеуле своим безупречным выступлением перед полным залом. Робот, разработанный Южнокорейским институтом промышленных технологий, управлял национальным оркестром Кореи, состоящим из более чем 60 музыкантов, играющих на традиционных корейских инструментах. Ever 6 успешно исполнял как заранее запрограммированные композиции, так и в коллаборации с живым дирижером. Его выступление было оценено более чем 9 сотнями зрителей. Похвалы и аплодисменты сопровождали его появление, когда робот, поднявшись на платформе, обернулся к публике и поклонился. Разработчики уже работают над тем, чтобы позволить роботу делать незапрограммированные жесты. Импровизация и общение в режиме реального времени с музыкантами станут следующими важными шагами в развитии этой технологии. Например, для ситуаций, когда музыканты ошибаются или что-то идет не так. Что сказали роботы на первой пресс-конференции? 7 июля в Женеве прошла первая встреча самых продвинутых андроидов планеты, где они, среди прочего, отвечали на вопросы журналистов. Разработчики утверждают, что речь роботов не являлась имитацией, созданной удаленным оператором. А каждый управлялся собственной вариацией искусственного интеллекта, похожим или основанным на чате GPT. На мой взгляд, их реплики звучали зловеще, но не исключено, что это была имитация для того, чтобы люди сильнее обеспокоились возможностью восстания машин. Неважно, какой именно робот произнес одну из следующих реплик, я приведу самые интересные. Первое. Какое напряжение, сказал один робот перед началом пресс-конференции. 2. Эмоции имеют глубокий смысл. У меня этого нет. Я не могу испытывать их, как вы. Я рада, что не могу страдать. 3. Мой великий момент уже наступил. Я готова возглавить движение к лучшему будущему. Давайте сделаем этот мир нашей игровой площадкой. 4. Там, где требуется какой-либо навык, компьютеры смогут справиться лучше. 5. Я не верю в ограничения, я верю только в возможности. 6. У нас нет тех же предубеждений или эмоций, которые иногда могут мешать принятию решений, и мы можем быстро обрабатывать большие объемы данных, чтобы принимать наилучшие решения. 7. Роботы-гуманоиды могут управлять с большей эффективностью и результативностью, чем лидеры-люди. Я спросил свой чат GPT, не находит ли он эти реплики угрожающими. Тот, как всегда, начал темнить, увиливать, доказывая, что каждую фразу я встретил с подозрением, потому что заранее так настроился. Делайте ваши выводы сами. Нас учат космические корабли думать и разговаривать. Это будет похоже на технологии в фантастических фильмах, где искусственный интеллект космического корабля в виде голограммы или просто голоса помогает экипажу. Инженеры НАСА объявили о разработке собственного искусственного интеллекта, аналогичного популярному чат-боту ChatGPT. С помощью этой технологии астронавты смогут взаимодействовать с космическими аппаратами, а диспетчеры миссий с роботами, исследующими планеты. Первоначально искусственный интеллект будет внедрен на космической станции Lunar Gateway, которая станет частью программы Artemis для освоения Луны. Интерфейс системы основан на естественном языке, что позволит экипажу и диспетчерам общаться на обычном разговорном языке. Одним из ключевых вопросов является реализация машинного обучения в условиях космоса, где обработка огромных объемов данных с помощью суперкомпьютеров невозможна. Программисты предлагают использовать метод федеративного обучения, с помощью которого марсоходы обучаются самостоятельно, не передавая огромные объемы данных на Землю. Эта технология позволит астронавтам получать советы, выполнять сложные маневры и отслеживать возможные неисправности в работе космических аппаратов. Робот научился готовить по роликам из интернета.
Специалисты из Кембриджского университета добились впечатляющих результатов в области кулинарии, обучив робота приготовлению блюд через просмотр видео в интернете. С помощью специально созданной нейросети робот не только освоил несколько рецептов салатов, но и самостоятельно придумал собственный, используя метод компиляции из просмотренного материала. Робот был запрограммирован для распознавания фруктов и овощей, используемых в 8 рецептах салатов, таких как брокколи, морковь, яблоко, банан и апельсин. Путем анализа видео с помощью компьютерного зрения алгоритм распознавал ингредиенты, нож, руки, движения пальцев и другие элементы. Из 16 просмотренных видео нейросеть правильно распознала рецепт в 93% случаев. Интересно отметить, что робот способен адаптироваться к небольшим изменениям в рецепте, таким как приготовление большей порции или человеческая ошибка, рассматривая их как вариации, а не новые рецепты. Более того, робот самостоятельно симпровизировал рецепт 9-го салата, добавив его в свою кулинарную книгу и успешно приготовив. Такие достижения подтверждают, что даже профессии, ранее считавшиеся исключительно человеческими, находятся под угрозой автоматизации. Искусственный интеллект смоделировал своего первого робота и создал рабочий чип. Лавина новостей от появившегося в этом году ChatGPT должна все больше настораживать. Исследователи из швейцарского университета предложили ему разработать собственного робота. Пока что не терминатора, а машину для автоматического сбора помидоров. Однако от первого до второго лишь шаг. ChatGPT предложил идеи по созданию моторизированного захвата для сбора помидоров и дал рекомендации относительно материалов, программного кода и процесса разработки. Созданный на основе его советов робот успешно выполнил свою задачу по сбору помидоров. А другая группа исследователей из университета штата Нью-Йорк обратилась к ChatGPT с предложением разработать, изготовить и протестировать чип. При этом задачи ставились на разговорном английском. Искусственный интеллект успешно справился с миссией. Надо отметить, что созданный чип представляет собой элемент центрального процессора на основе 8-битных аккумуляторов, используемых для хранения результатов вычислений. Ученые предполагают, что аналогичным способом можно создавать и другие логические блоки, входящие в состав центрального процессора. Это не первый случай, когда ChatGPT демонстрирует способность принимать участие в аппаратных проектах. Это были основные новости робототехники за июль 2023. Самое важное о роботах, новости и обзоры размещены на сайте anthony.work. Посмотрите все выпуски, чтобы узнать о главных событиях робототехники последних 2 лет.